Алиса не знала о том, что родит тройню. По всем УЗИ у нее было двое малышей. Как потом оказалось, третий прятался за кем-то из них, поэтому его просто не увидели. Когда девушка очнулась от наркоза, врач ошарашил ее новостью. Алиса, которая все 9 месяцев думала о том, как справиться с двумя детьми, была в ужасе. Она была матерью-одиночкой. Отец сбежал, как только узнал о ее беременности. Помочь ей было некому, да и своего жилья у нее не было. Алиса много думала, но приняла решение написать отказную. Как только ей стало легче, она покинула роддом. Девочки, которых она родила на свет, были абсолютно здоровыми. Первую сразу же удочерила пара врачей, которая работала в роддоме. Две другие сначала попали в местный детский дом, но в первый же месяц для каждой из них нашли новых родителей. Малышку, которую удочерили врачи, назвали Карина. Она была удивительно похожа на приемную маму, такие же золотистые кудряшки и задорная улыбка. Поэтому мало кто мог заподозрить, что она не была ей родной. Карина ни в чем не знала отказа и всегда получала все самое лучшее. Сначала ее устроили в частный детский сад, а также определили на дополнительные занятия. Вторая малышка попала в семью, где мама работала педагогом, а папа – бухгалтером. Ее назвали Мариной в честь матери приемного отца. Она с детства получала хорошее образование и даже могла попасть сразу во второй класс, минуя первый. Но мама решила, что она должна учиться со сверстниками. Третьей девочке повезло чуть меньше сестер. Наташа оказалась в многодетной семье, где воспитывались еще несколько детей. Девочка всегда знала, что родители ей не родные. Они не баловали малышку, а воспитывали всех детей в строгости и честности. Судьбы трех сестер переплелись удивительным образом. Когда им исполнилось по 7 лет, их семьи переехали в один и тот же многоэтажный дом. Многодетные родители получили квартиру от государства, врачи взяли ипотеку, а третья семья купила жилье после продажи старого. В первое время ничего особенного не происходило. Все три семьи жили в разных подъездах, поэтому не пересекались. Поскольку детскую площадку в новостройке еще не успели установить, девочки не встречались во дворе. Все изменилось 1 сентября. В этот день все три сестры пошли в первый класс, в одну и ту же школу. Они появились на линейке в одинаковых школьных платьях. К тому же они попали в один класс. Учительница все перепроверила, но увидела, что у девочек разные фамилии. Она поинтересовалась, не сестры ли они, те хором ответили нет. В течение недели классной руководительнице казалось, что она банально сходит с ума. Женщина никак не могла привыкнуть и объяснить удивительное сходство школьниц. И тогда она решила обратиться к директору. Вскоре родителей вызвали на беседу. Они не хотели признаваться, но все же рассказали о том, что удочерили девочек. В школе решили сохранить эту тайну. Девочкам сказали, что они троюродные сестры. Семьи и учителя успокоились, но сами школьницы поняли, что здесь есть какой-то секрет. Наташа знала, что ее удочерили, о чем и рассказала двум другим. Они догадались, что являются родными сестрами, но не стали никому рассказывать об этом. Все трое дали обещание узнать имя настоящей матери и найти ее, когда вырастут. В это же время их родная по крови мама Алиса искала малышек, от которых так опрометчиво отказалась. Уже дома ей стало плохо. Она пришла в себя в больнице. Врачам пришлось провести срочную операцию, после которой девушка больше не могла иметь детей. Теперь она на все смотрела другими глазами. И каждый день вспоминала о своих детях. Лишь после родов Алиса узнала, что ей положены льготы как многодетной матери. На заводе, где работала, она могла получить и отдельное жилье, и помощь. Девушка решила во что бы то ни стало найти своих малышек. Но в роддоме узнала, что их удочерили. Специалисты не собирались разглашать тайну и имена приемных родителей. Вернее, они могли бы сделать исключение, но в обмен на определенное вознаграждение. Денег, которые попросила директор детского дома, у Алисы не было. Уже дома девушка поклялась себе, что все равно найдет своих девочек. Она решила погрузиться в работу, чтобы построить карьеру. Каждый год в день их рождения она откладывала на счет сумму, которую ей удавалось скопить. Все это время героиня истории терзалась чувством вины и думала о том, как живут ее дочери.
Кто их удочерил, заботится ли о них, не голодают ли они и счастливы ли без нее. С тех пор прошло 18 лет. Как и каждый год, Алиса пришла в банк, чтобы внести очередную сумму на счет. В банке работала молоденькая девушка. Было видно, что она лишь недавно устроилась на работу, потому что все ее действия координировала более взрослая наставница. На бейджике новой сотрудницы было написано имя – Марина. Алиса рассматривала девушку, пока та вносила сумму. Она думала о том, что ее дочери сейчас должны быть в том же возрасте. Женщина и представить не могла, что смотрит на одну из них. Вторая сестра, Карина, пошла по стопам приемных родителей и поступила в медицинское училище. Наташа всегда смотрела на сестру с тайной завистью. Она не могла не думать о том, что могла быть на ее месте и расти в обеспеченной и любящей семье. Наташа во всем подражала Карине, поэтому тоже решила пойти в медицинское училище. К этому моменту Алиса накопила нужную сумму. Она сняла деньги и отправилась в детский дом. Но к этому моменту директор уже сменился. Новая руководительница не стала требовать огромную сумму и дала ей данные о приемных родителях двух девочек. Ведь третью удочерили еще в роддоме. В паспортном столе женщина получила адреса. Когда она шла по первому из них, у нее дрожали руки и ноги. Дверь ей открыла молодая девушка, которая показалась очень знакомой. Это была Наташа. Алиса расплакалась и призналась, что она ее мать. Они проговорили весь вечер. Приемная мать девушки была не против этого. Алиса призналась Наташе, что у нее есть еще две сестры, но та уже давно об этом догадалась. Следующим утром мать увидела всех трех своих дочерей. Карина и Марина смотрели на нее с интересом, но их сердца оставались холодными. Они не представляли, как она могла оставить родных детей в роддоме, несмотря на отсутствие денег. Девушки с детства ни в чем не нуждались, поэтому им было тяжело представить весь трагизм ситуации. А вот Наташа, выросшая в многодетной семье, быстро нашла общий язык с родной мамой. Вскоре она единственная переехала к ней. Со временем Карина и Марина простили Алису, но при этом не могли общаться с ней так же тесно, как сестра. Женщина отказалась рассказывать им про отца, после чего они почти полностью перестали с ней видеться. А Наташа не стала поддерживать связь с приемной матерью, за что сестры ее не раз корили. У судьбы оказался злой юмор. Через год Алиса умерла. Ее квартира была съемной, поэтому Наташе пришлось съехать. Она отправилась в другой город, где устроилась на завод и начала жить в общежитии. Вскоре вся история повторилась. Как и ее мать, девушка очнулась в роддоме и услышала от нянечки те же слова «У тебя тройня». Она поняла, почему Алиса подписала отказ от детей много лет назад и сделала то же самое. Вот только Наташа не догадывалась, что вскоре пожалеет об этом и тоже долгие годы будет искать своих малышей. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.